Hello, this is Muse. Столица твоей любимой родины. Открытие новенького стадиона на 90 тысяч человек, который целиком заполнился людьми, пришедших послушать. Да-да, именно тебя. Причем дважды. Oh, it's great, it's brilliant, it's unbelievable. Biggest concert we've ever played, so yeah, I'm very, very happy. Amazing crowd, beautiful crowd. Very scary, and I'm nervous. Откуда появилась лучшая стадионная группа и что за историю они обыгрывают в клипе на песню Pressure? Oh no, I need to go to the toilet. Отмотаем немного. Together and welcome band number 3, Muse! Cheers! Right, we're gonna... That's right. We're gonna play 5 songs that we wrote ourselves. We have a very special treat for you tonight. Our hometown heroes and local battle of the bands winner, Rocket Baby Doll! Battle of the Bands competition, like a competition of bands, local bands playing with each other, and we knew that we'd probably lose because Muse had just started, and the songs we were writing were quite serious and stuff like that. So we invented this other band, Rocket Baby Dolls, which was like very glam, and sort of the music we played was much more punk and aggressive. We actually won the competition. That was actually the first gig we ever did as Muse, but we called it Rocket Baby Dolls. And I think as the band's gone along, we've always had this sort of double sort of persona hidden. Во времена, когда еще нельзя было прославиться с помощью репостов и самоделок в сети, Muse начинали свой классический путь рок-групп с самого днища. Сочиняли песни, записывали демки, исполняли, совершенствовались и шли к своей мечте – стать профессиональными музыкантами. Играли перед друзьями, участвовали в соревнованиях в колледже, выступали в местных барах и выезжали в пабы соседних городов.
Там их ждали полупустые подвалы и публика, что соответствовало формату концерта, где вход свободный, а пиво за фунт с лихом. Просили сыграть Queen или просто быть потише. Мьюз подписывались на выступления иногда в формате битвы групп, иногда на разогрев более крутым, как тогда считалось, коллективом. Как Дианица сейчас. Месяцами Мьюз упорно оттачивали в этих гадюшниках свои первые песни, пока в 95-м году их первый альбом не заметил Брюс Уиллис в фильме «12 обезьян». Вообще загадочное совпадение. Но в жизни было иначе. В один из дней, когда парни уже почти окончательно уверили, что сбились с пути и впустую тратят время в очередном баре перед 3 пьяными зрителями, на пивко за рубль 20 заглянул Деннис Смит, владелец небольшой, но безумно живописной студии записи Soundwell Studios. Он был в восторге от их выступления и предложил им записать первый мини-альбом и выпустить его на своем лейбле, когда они достигнут приемлемого уровня. Условия простые. Пользуйтесь, когда студия свободна, а деньги вернете, если кому-то сможете это все продать. Это придало определенную надежду, и задора хватило еще на долгих 2 года. К тому времени концертная деятельность набирала обороты, появились подобия фестивалей и даже туров, когда несколько выступлений подряд с парой ближайших французских баров на том берегу пролива. Масштаб концертов того периода, конечно, был недостоин одной из лучших групп современности, но даже самый мелкий из них группа отыгрывала со всей серьезностью. Они действительно гордились своими попытками стать великой группой. В профессиональной студии на той самой мельнице, а не у Криса в детской, Мьюз осознали, насколько шикарно они звучат на записи. Издав 999 копий своего первого мини-альбома, Мэтью с любовью вручную пронумеровал каждый, как и прошлые свои самодельные релизы. В разъездах теперь уже было проще разбрасывать камни, предлагать свои демо-альбомы в эфиры журналистам, продюсерам, на фестивалях и специальных смотринах для представителей лейблов в Британии и даже за океаном, в США, в продюсерском центре самой Мадонны. Нет, их не завалили предложениями босса музыкального бизнеса, но проявленного интереса уже хватило, чтобы понять себе цену. Мьюз осмелились не сдаваться в полную зависимость от какого-либо одного лейбла, продюсируя и записывая самостоятельно, лишь потом привлекая компании для распространения. И они по-прежнему выступали где и когда только можно. И пусть белый гастрольный фургончик пришлось продать за долги, а самим изрядно отощать, зато контракты в каждой отдельной стране подбирались тщательно, чтобы с одной стороны не потерять свободу творчества, а с другой сплести схему его распространения и монетизации. Но в конце концов, помимо менеджерской проворности, у Мьюз было самое главное. Showbiz, первый альбом, нашел свою толпу фанатов в разных странах, но пока не сделал Мьюз мировыми звездами.
им по-прежнему приходилось продвигать его не только на сценах фестивалей. To feel what you never should, too little, much too late, yeah. Мьюз никогда не сомневались, что они особенные, но чтобы убедить в этом остальной мир, пришлось продвигать себя десятками концертов и фестивалей. It's escape show. Please close your eyes and try to look away, so you'll never hear a single word I say, and don't ever come my way. Чтобы на ТВ не записывать бесконечные дубли перед пустым залом, они разносили в щепки инструменты после первого же. Эпатаж, драйв и искреннее удовольствие от своей деятельности тоже нужно добавить в тот список. Покоряя один фестиваль за другим, они добрались до мечты детства. Легендарное восхождение на вершину, хедлайнеры главной пирамидальной сцены на фестивале Гластонберри. Перед огромной толпой в примерно 60 тысяч человек Мэтт в белом загадочном плаще творил магию и показывал трюки. Они уже выступали ранее на Гластонберри или на ферме, как ее называют, но уровень был совсем другой. Вторая сцена и общий лайнап днем, но оторвались на славу. Через пару лет уже в роли хедлайнеров они выдали на всю тогдашнюю мощь. Знаковое выступление золотой эры, на котором Мьюз короновали и приняли в топ стадионных групп. Контракт скрепили кровью.
Несмотря на истинно громкий триумф, среди участников группы не это выступление считается главным исполнением детской мечты. Жуткая трагедия произошла ближе к концу шоу. Пришедший посмотреть на сына Билл Ховард получил приступ сердца и здесь же скончался. Группа заканчивала свое выступление, и никто не сообщил им об этом. Неизвестно, успел бы Доминик попрощаться с отцом, прервали бы шоу, но ужасное событие произошло. В это время парни куражились и наслаждались долгожданным триумфом, ведь главное на главном. Будем надеяться, что Билл успел застать триумф сына. Жаль, только так и не сможет похвалить его. Ну, страшно представить себе такой контраст эмоций. Но уже через пару лет Мэтт и Дом на сцене Reading and Leeds по традиции переглянулись и решили, что на этот раз они сделали это. Еще нет Моргана, на эффектах Крис, но уже заметны сценические амбиции, экраны и массивные декорации. Главная сцена другого крупнейшего фестиваля Европы. Мьюз покорили фестиваль, на который пролазили через забор в детстве, всего каких-то 11 лет назад, и мечтали когда-нибудь стать известными. Абсолютно точно. Сбылось. Этот фест они тоже покоряли постепенно. Но очевидно, что всех в этом списке они... Наконец подоспели и теленаграды, вроде значимой в то время премии MTV Europe Music Awards. В своем выступлении группа утопила зал в спецэффектах. Первое большое самостоятельное шоу на стадионе Уэмбли Мэтт признал таким же важным, как и Гластонберри в свое время. Тогда они уложили под ноги крупнейшие фестивали, а сейчас проложили курс на собственное ошеломительное шоу. Мэтт Control Freak. Я не раз упоминал это шоу в прошлых частях, но в тот раз Мьюз действительно очень громко заявили о себе. Отовсюду посыпались награды как лучшей группе, так и за лучшее живое выступление. Here we are backstage at the NME Awards. It's Muse. They're for the second year running the Best British Band. How are you feeling, gentlemen? Great. Over the moon. Second year running. That's pretty cool. I feel like having a deja vu right now. You cunt. Yeah, you. Fuck you.
you. But yeah, it feels great. It feels really cool. I'm what's going on? really happy, really blown away with it, to be honest. I mean, it really does. You know, because I thought we were going to be like off, just hanging around, like relaxing, but we're here with this. Celebrating with this. Yeah, it's great. Offensive piece. And it does seem last summer you guys probably played more football stadiums than Eric Cantona. You know, how was your summer? Is Cantona still playing for stadiums? I don't think so, unfortunately. Yeah. Last summer was great. We did play more stadiums than we have done previously, and it was amazing. You know, we had a great time. Like the crowds. The one thing about playing those kind of huge gigs, Who do you think you are? the crowds are just like insane because like most. Special gig, so it was a lot of fun. And the Grammy goes to The Resistance, Muse. Wow, thank you very much. It's a great, genuine surprise. Great honour to be here with all the great artists performing here tonight, and everyone's won the awards. Стремясь к свободе выражения, они быстро разделались с телеком и его наградами и... куда же дальше? Эй, как насчет написать гимн Олимпиады и выступить на 3 миллиарда человек? Ох, помню свои чувства, когда они вышли на церемонии закрытия. Такой экстаз, как вроде твоя сборная выиграла вообще все медали. Представьте, что за чувство, когда родная страна принимает Олимпийские игры, твоя песня звучит на каждом соревновании, выступление транслирует на миллиарды экранов по всем континентам, и посреди всего ты такой крутан в блестящем костюме и с флагом на всю грудь. Выше только станцевать с Папой Римским в Риме. Ой. Но после Папы Римского остается только прикоснуться к Богу. Мьюз можно признать счастливчиками, что после неизбежных закаляющих страданий вначале имели почти идеальный ровный рост своей карьеры. Кажется, вовсе без провалов или откатов, покруче акций Теслы. За достигнутыми вершинами следовали новые, аудитория прирастала сотнями, тысячами и миллионами. Парни ставили все более амбициозные задачи и виртуозно их исполняли на всем пути, от школьной группы до статуса легенд своего времени. 'Cause